Всем привет! Сегодня мы поговорим о меню камеры Canon EOS R5. Оптимизируем это меню для съемки видео, а также я вам покажу основные пункты, влияющие на качество видео, а также помогающие вам в видеосъемке. То есть в основном этот урок будет заключен для оптимизации меню для съемки видео. Итак, давайте начнем с самого первого пункта, это качество видео. И первое, конечно, что вы делаете, это настраиваете качество видео. Здесь в камере Canon EOS R5 представлено очень много форматов, ну, в частности, это 8К, 4К и Full HD. Причем есть 4К в Ultra HD и есть полноценный 4К. То же самое есть 8К в Ultra HD и есть полноценный 8К кадр. Также есть Full HD формат. Так, мы выбираем качество нашего видео, перемещаемся в нижнюю полосу, выбираем Frame Rate. И нижняя полоса выбираем сжатие. Сжатие IPB, OLI и RAW. RAW доступен только в 8К формате. То есть, если вы переведете в 8К, переведете в 25, то здесь у нас станет доступен RAW формат. RAW формат пишется здесь в 12 бит. Соответственно, все остальные форматы у нас будут писаться в 8 и 10 бит. То есть 12 бит доступно только в RAW. И только в 8К. В 8К у нас пишется только 24 и 25 кадров. В 4К мы можем записывать на этой камере до 120 кадров. И Full HD, соответственно, мы тоже можем писать до 120 кадров. Ну, давайте посмотрим. Плюс в Full HD у нас есть еще более экономичное сжатие, вот такое, которое сократит объем записи на флешку. И если вам нужен там супер экономичный какой-то режим для записи, то он будет здесь. И как раз потоки его будут идти от 17 мегабит. То есть, если вы хотите там на 64-гигабайтную флешку писать сутками, то вот этот формат как раз именно для вас. Итак, чем примечательна эта камера, что она имеет возможность писать 8К в RAW и 4К в 120p. Вы спросите, а как же 120p? Здесь в списке такого фреймрейта нет. Для этого мы переходим снова в основное меню, в меню на шаг назад. И вот здесь мы можем скоростную съемку с вами включить. То есть 100 кадров в PAL системе, и в NTSC мы можем писать в 4К до 120 кадров. 100 кадров мы пишем только в OLI, то есть выбора там такого большого нет. Давайте попробуем скоростную съемку для Full HD выбрать, если она вообще. Нет, для Full HD скоростной съемки у нас нет. То есть Full HD у нас пишется только 50 кадров. Да. И вот заметьте, вот интересная особенность, немножко странность, я бы сказал, когда вы выбираете, допустим, отключаем, когда вы выбираете, допустим, Full HD формат 50 кадров, вот я выбрал, у нас вот отображается 50 кадров. И если я включу скоростную съемку, вы видите, в верхней части у меня отображается уже не Full HD, а 4К. То есть у меня есть возможность выбрать скоростную съемку, но при этом формат у меня изменится. А я хочу выбрать скоростную съемку для Full HD. То есть здесь в этом случае нужно было просто заблокировать этот пункт, чтобы я не мог выбрать. Потому что я могу нажать эту кнопку автоматически и думать, что ну, там сразу выйти в режим съемки и думать, что я делаю съемку Full HD 100 кадров. На самом деле это не так, формат тоже при этом переключается. И я не знаю, почему все так устроено, возможно, прошивка это все изменит. Есть еще некоторые особенности, высокую частоту кадров мы сейчас с вами, после того, как вы ее отключаете, вы видите, что формат у вас остается.
И то же самое происходит, допустим, если вы выбрали Full HD съемку и включили режим HQ, то формат ваш опять снова меняется на 4К. То же самое будет, если вы, допустим, выберете 8К и перейдете снова в HQ. То есть как только вы включаете режим, тут и написано в самом пункте меню режим 4К HQ. То есть он работает, режим HQ работает только для 4К съемки. Имейте это в виду, как только вы его включите, у вас автоматом изменится разрешение вашего кадра. Еще одна особенность, которая связана с выбором форматом, это когда вы включаете режим HQ, у вас становятся недоступны режимы 8К и Full HD. То есть вы можете иногда в попыхах не понять, почему у вас недоступно. То есть вам срочно нужно Full HD снять, и вы заходите в пункт меню и не знаете, а где форматы мои, что с ними делать, как сделать, чтобы они появились. Вот здесь есть вот эта особенность у Canon. Есть несколько пунктов меню, включение которых отключает возможность выбора других разрешений. В первую очередь это режим HQ. Как только вы его отключите, у вас будет выбор всех форматов. То же самое происходит, если вы выберете стабилизатор. Как только вы выбираете внутренний стабилизатор, встроенный в тушку AES, у вас пропадает 8К в RAW. То есть для обычного 8К стабилизатор ничего не изменит, но 8К в RAW формат станет недоступным, если вы выберете стабилизацию, встроенную в тушку. И кадрирование. Вот, допустим, я вышел в меню, я зайду в свое быстрое меню, и я включаю кадрирование видео, то есть съемка с кропом. Как только я включаю кадрирование видео, у меня тоже появляется список ограниченных форматов. То есть 8К мы кадрировать не можем, 4К мы можем кадрировать, пожалуйста, если хотите. И Full HD мы тоже можем кадрировать. Имейте это в виду, если у вас где-то включено кадрирование, то вы не будете иметь возможность записывать 8К формат. Если у вас включена стабилизация в тушке, то вы не будете иметь возможность записывать 8К в RAW. И, соответственно, если у вас включен режим HQ, вы не будете иметь возможность вообще писать ни 8К, ни Full HD. Вот. Это все взаимосвязано, поэтому в этом надо четко разбираться, отдавать себе отчет, какие пункты у вас будут ограничивать форматы съемки. Итак, идем дальше. По форматам съемки, прямо сразу под форматами съемки у нас идет кадрирование. То есть это съемка с кропом. Кроп у нас здесь идет 1.6. Вы можете снимать в кропе. Имейте в виду, что на вот таких камерах, где матрица достаточно большая, в кропе всегда шумов меньше, дисторсии меньше, винитирования меньше. То есть в кропе будет качество видео у нас лучше. То есть если вы какие-то используете, я имею в виду эти параметры для именно этой камеры Canon EOS R5. То есть в кропе здесь картинка будет выглядеть лучше. То есть видеокадр будет лучше, шумов будет меньше, резкость будет четче, соответственно винитирование и дисторсия здесь тоже будет меньше. Вы можете снимать в кропе. В кропе вы можете... Кроп работает для 4К форматов и для Full HD. Вот как я уже показывал. Если мы включим кроп, вы можете в кропе снимать вот в этих форматах. Дальше кроп мы отключаем. Так, что у нас по звуку? Звук может быть ручной, можно отключить. И фильтр ветра, аттенюатор, то есть усилитель. Не усилитель, а подавитель сигнала. Если слишком большой уровень сигнала идет, то аттенюатор его слегка блокирует. И фильтр ветра тоже можно включить. Переходим дальше.
Здесь настройка чувствительности. То есть вы здесь можете выбрать минимальное значение чувствительности. То есть минимальное у нас здесь 100, не будем его трогать. Но вот здесь вы можете задать максимум. Когда вы будете выполнять съемку, вы будете подкручивать ISO, и вы можете ограничить себе ISO в пределах ваших допустимых значений. Допустим, выше 6400 на этой камере снимать смысла нет, там все будет в шумах. То есть вы можете здесь ограничить себе ISO вот так. И выше 6400 вы не поставите. Либо, если у вас есть какие-то ученики, вы можете им ограничить это значение и сказать, выше, больше 6400 не снимай. Ну, он и не сможет снять, если он не изменит этот пункт. Я оставлю пока как есть. Это если вы включаете в AutoISO. То есть вы можете ограничить максимальное значение автоматического усиления. То есть 6400, 12800, 25600, 51200. Здесь максимальное AutoISO, когда работает на таймере. То есть если вы задачу задали съемка видео по таймеру, здесь AutoISO настраивается отдельно. Итак, дальше. Режим HDR. Вы его можете включить, выключить, но режим HDR он предназначен для съемки в сложных высококонтрастных условиях. Я не рекомендую пока в этот режим вникать, потому что в этом режиме создается несколько кадров, они склеиваются. Раньше HDR был доступен для фотокадров. Сейчас вот со скоростным процессором, встроенным в эту камеру, он доступен и для видео тоже. Но проблема состоит в том, что вот этот режим HDR при создании нескольких кадров и склейке он может создавать некоторый смаз, который вам может не понравиться. Поэтому обязательно делайте предварительную съемку, оценивайте этот режим, нужен он, в каких условиях можно. Но я так предполагаю, что снимать таймлапсы в этом режиме будет выгодно, очень хорошо. Если он будет вообще в таймлапсе, этот режим можно включить. Динамичные сцены не рекомендую снимать в этом режиме, потому что там будет дополнительный смаз неприятный. Помощь в HDR съемке. Это настройка экрана. Так, идем дальше. Автокоррекция яркости. Здесь ничего не будем трогать. Приоритет цветов. Обычно приоритет вот этих цветов я не трогаю, потому что при включении вот этих приоритетов цветов появляется больше шумов. Ну, не везде можно желательно включать эти режимы. Эти режимы обычно включаются, опять же, в сценах с большим контрастом. Либо когда вы снимаете какие-то сложные сцены, где есть такие плавные градиенты, которые нужно снять очень качественно. Вот здесь как раз и выбираем эти режимы. В основном мы этот приоритет цветов трогать не будем, потому что количество шумов в некоторых сценах тоже зависит от этого. Если вы забудете его отключить, у вас на видео может оказаться больше шумов. Идем дальше. Баланс белого. Стандартный набор. Здесь вы можете изменить кельвины и сделать сдвиг. То есть с этим никаких проблем. Ручной баланс, коррекция, то есть это сдвиг, стиль изображения. Тоже стандартный набор в ноябре, то есть уже в этом месяце, где-то в середине, может быть ближе к концу, появится новая прошивка, нам обещали лог 2, лог 3. То есть сам лог, он здесь уже встроен, но он не в стилях изображения находится, он находится в отдельном пункте. Скорее всего, вот лог в нижней части. Нам обещают лог 2 и лог 3. Итак, все, что вам нужно знать о логе в этой камере,
это что Canon Log, он включает 10-битную дискретизацию вашего видео. То есть в 10 бит вы получаете только если включите лог. После того, как вы включили лог, вы можете помощь для просмотра. То есть у вас уже идет 10-битная запись. 10-битная запись, соответственно, может писаться во всех форматах. Full HD, 4К. То есть все это нам доступно с включением лога. И что дальше? Помощь для просмотра на экране. Вот что мне нравится у Canon, помощь для просмотра, это проявка картинки на экране. Когда вы снимаете влоги, у вас малоконтрастная картинка с отключенным режимом. Как только вы включаете вот эту помощь просмотра, у вас видео становится таким же, как будто вы снимаете в стандарте. То есть вы здесь не различаете, это у вас стандарт или лог. Единственное, что вы можете вот в обычном режиме, я вам сейчас покажу, в нижней части экрана у вас написано C-Log V Assist. Это означает, что у вас идет запись C-Log и включен помощник просмотра. Если вы отключите этот помощник, то у вас будет в нижней части экрана просто C-Log. Имейте это в виду, это информация к съемке вашей. Итак, я пишу сейчас все меню на Atomos, поэтому отображение вот этого значения, то, что будет отображаться на экране, здесь не показывает. То есть он реально пишет видео уже с матрицы, не самого экрана. Поэтому наблюдать контрастную картинку при включении вот этого помощника вы сейчас не можете, потому что я пишу меню на Atomos. Дальше у нас Color Matrix. То есть вы можете писать в обычном логе. Это обычный лог Cinema EOS Original. То есть это малоконтрастная картинка с сбавленной насыщенностью. А нейтрал это тоже малоконтрастная картинка, но насыщенность уже будет слегка повышена. Плюс у вас есть некоторые настройки по логу, вы можете ими тоже манипулировать. И имейте в виду, когда вы снимаете влоги, по умолчанию резкость у вас будет скручена на 0. Но если вы хотите получить сразу резкий лог, то вы заходите сюда, и вот стандартное значение это 4. То есть в стандартном профиле резкость идет 4, и в принципе вот на четвертом значении резкость у Canon очень хорошая. Тут же есть насыщенность и тон, но сюда мы лезть не будем. И вот есть цветовые пространства BT709 и BT2020. 2020 это цветовое пространство, насколько я знаю, приближенное к HLG, либо, там их несколько есть. Есть 2020, есть 2021. Поэтому вот для обычного лога цветовое пространство становится недоступным, а для нейтрала вы уже можете выбрать либо 709, либо 2020. В зависимости от того, какой лад у вас есть для преобразования. Но это выбор за вами. Идем дальше. Коррекция аберрации объектива. То есть сейчас у меня через переходник установлен 16-35. И обязательно в первую очередь включите вот все эти параметры, потому что коррекция периферийного освещения это компенсация винитирования вашего объектива. То есть на широких углах вы можете получить чуть затемненные углы. И вот эта коррекция периферийного освещения, она как раз высветляет вам углы. Коррекция искажения – это коррекция дисторсии, то есть вот растяжение картинки ввиду широкого угла тоже корректируется, но вот с данным объективом почему-то
коррекция недоступна. Возможно, это поправят прошивки. Коррекция хроматических аберраций и коррекция дифракции. То есть все вот эти предварительные коррекции, которые относятся к исправлению первоначального вида вашего видео с объектива, они должны быть желательно включены. Шумоподавление. Ну, испокон веков шумоподавление у нас стоит на стандартном, и мы никуда его не двигаем. Оставляем на месте. Запись HDR, я уже вам говорил, что с ним делать. И тут также доступна интервальная съемка. Интервальная съемка здесь может вестись в 8К формате. Интервальная съемка в 8К, она упаковывается сразу в видео. И это очень хорошо, потому что до этой камеры все съемки упаковывались в фотокадры. И их приходилось потом сводить. То есть обрабатывать в Lightroom, RAW картинки и потом собирать в монтажной программе. А здесь все упаковывается в видеофайл. Идем дальше. Автовоспроизведение для видео. И если вы хотите включить автоматическое воспроизведение для видео, вы можете сделать 2 или 10 секунд. То есть после включения просмотра ваших записанных видеофайлов может автоматически включаться play. Дистанционное управление. Дистанционное управление, скорее всего, это такое маленькое устройство, подключенное по шнуру к камере, с которой вы можете нажимать либо кнопку спуска затвора, либо кнопку записи. То есть это не имеет отношения никакого к соединению со смартфоном, компьютером и так далее. Это вот дистанционное управление через кабель. Самое интересное, я думаю, многие этой штукой будут пользоваться, режим IS, стабилизация вашего кадра. Можно включить, можно улучшенный включить. То есть при включении IS ваша видимая область съемки, она слегка кадрируется. То есть здесь идет небольшое цифровое увеличение для стабилизации. Вы можете включить, и в улучшенном, получается, варианте ваша картинка будет кропиться больше. Но я не рекомендую вам пользоваться этой стабилизацией цифровой. Возможно, для фото это будет приемлемый вариант, но для видео оно создает такие непонятные скачки. Причем вы не можете эти скачки контролировать. Имейте это в виду. Лучше приобретать все-таки объективы со встроенным стабилизатором, которые будут решать все эти проблемы. Ни в коем случае не пользоваться цифровой стабилизацией. Итак, идем дальше. И функция спуска затвора. Вы можете наполовину сфокусироваться. Это все работает в видео. И на нажатие кнопки спуска вы можете включить запись. То есть по умолчанию у вас не будет здесь функции. Вы можете пуск затвора, полное нажатие, включение и остановка записи, видеозаписи. Таймер замера. Так, отображение информации о съемке. Вот смотрите, вот в первом режиме у вас выдержка, диафрагма и ISO, они не в виде кнопок, вы не можете им управлять. Вот в этом режиме у вас появляются соответствующие окантовки режимов, которыми вы можете управлять сенсорно. То есть сейчас вы можете выдержкой, диафрагмой, брикетингом, ISO, зумированием и вот кнопка наверху Q. Для быстрого меню вы можете управлять уже сенсорно по экрану. Вот эти все режимы, они у вас отображаются на нажатии кнопки Info. При последовательном нажатии кнопки Info у вас сначала отображается первый экран, потом второй, потом третий. Что интересно, что вот этот уровень, как обычно это делал Canon, он в режиме записи не работает. И это недостаток, конечно, если эта камера позиционируется как
камера для видео, то в режиме записи уровень тоже должен работать. Но здесь пока такого нет. Чистый экран, когда вам все мешает, вы хотите сфокусироваться на самой картинке. Ну и только параметры. Выходим. Информация о переключении. Соответственно, каждый экран здесь вы можете настроить. Если нажмете кнопку «Инфо», вы можете добавить на каждый экран какие-то пункты. Отображение сетки. Ну, я рекомендую вам все время отображать сетку 3:3. Это помогает в кадрировании. Особенно даже я со своим опытом работы, я часто оставляю включенную сетку 3:3 и стараюсь придерживаться кадрирования именно относительно этой сетки. Вы можете, в принципе, 3:3 диагональными линиями, у вас все будет перечерчено вот этой клеткой, и ориентироваться и фокусироваться по экрану будет сложновато, поэтому 3:3 рекомендую. Гистограмма, яркость. Вы можете гистограмму по 3 каналам отобразить, то есть она будет выглядеть вот так, как 3 канала, красный, зеленый, синий, либо сделать просто яркостную гистограмму и, соответственно, размер гистограммы большой, маленький. Дисплей. Контроль перегрева. Я не знаю, смысл включать контроль перегрева, как он его контролирует, никто не знает. В любом случае, когда камера перегревается, у вас выскакивает значок о температуре, то есть вот этот термометр, или как он называется, он выскакивает в любом случае, будь то отключен он или включен и так далее. HDMI дисплей — это нижний пункт, это когда у нас вся информация на камере отображается на внешнем устройстве по HDMI, и верхний пункт вот я сейчас выбрал нижний пункт, и вот на Atomos у меня отображается все, что должно отображаться на самой камере. Вот. Итак, временной код. Это тайм-код. Здесь он называется именно так, временной код. Соответственно, я рекомендую вам устанавливать непрерывный тайм-код, который не зависит от нажатия кнопки записи, то есть он в последующем этот тайм-код вам поможет синхронизировать видео, где нет, допустим, общего звука между камерами. Это значительно упрощает момент синхронизации. Об этом у меня на канале есть отдельные уроки, посмотрите, если кому что-то непонятно. Установка начального времени. Тайм-код можно связывать с использованием времени камеры. Это будет очень удобно. То есть часы, минуты, секунды, и последний параметр у вас будут кадры. Вы можете отображать этот тайм-код на экране. По-моему, здесь нет отображения тайм-кода на экране. Нет. Но он у вас будет всегда включен, этот тайм-код. HDMI. Передача тайм-кода по HDMI и команда записи по HDMI. Итак, идем дальше. Варианты фокусировки. То есть у нас здесь есть режимы фокусировки. Они также у нас включаются через быстрое меню на самом экране, если вы нажмете кнопку Q. Вот у нас режимы фокусировки в нижней части. То есть здесь же в быстром меню у нас вы можете выбрать форматы, работа со звуком, HDR, стабилизация, выбор карты для записи, установка баланса белого, автокоррекция яркости. Это все, что доступно через кнопку Q на тушке. Вариант фокусировки вы можете выбрать через меню. Обнаружение фокусировки люди, животные без приоритета. Обнаружение глаз.
По умолчанию обнаружение глаз будет выключено. И имейте в виду, что обнаружение глаз работает только когда включен метод фокусировки вот, лица, обнаружения лица и слежения. То есть в этом режиме обнаружение глаз, оно не работает. Только вот в этом режиме у вас работает обнаружение глаз. Вот. Люди серво. То есть это автофокус. Включить, выключить. В принципе, включение-выключение автофокуса у нас доступно и на самом экране тоже. При нажатии на вот этот левый нижний угол видео серво. Сейчас, секунду. Видео серво AF. Вы можете включить и отключить автофокус. Также вы можете назначить себе кнопку для включения и отключения автофокуса в режиме записи. И, соответственно, вы можете включить-выключить автофокус через меню. Настройки AF перетаскивания. То есть здесь вы включаете этот пункт обязательно, и у вас появляется область фокусировки. В зависимости от режима появляется область фокусировки, и с помощью джойстика вы можете эту область фокусировки перемещать. То есть уже когда автофокус у вас работает, давайте я вам покажу. Допустим, выберем вот этот режим. Я включаю автофокус, и у меня на экране отображается область фокусировки. И я могу с помощью джойстика эту область фокусировки двигать. Но сейчас все темно, я не стану вам ничего показывать в своей комнате. То есть вот так вы можете перемещать автофокус с помощью джойстика на самой тушке. Итак, идем дальше. Вот это и есть AF перетаскивание. Также вы можете вот эту область фокусировки перемещать уже во время записи, можете перемещать область фокусировки пальцем по экрану. То есть выбирать просто объект фокусировки, и камера будет на него фокусироваться. Далее. Настройка выделения цветом. Это у нас пикинг. Если вам необходим пикинг как помощник фокусировки, вы можете его включить. Чувствительность пикинга и цвет пикинга. Помощь фокусировки — это клиния Додена. Давайте я вам покажу, что такое клиния Додена. Вот эти клинья, которые вы видите, сходящиеся снизу и сверху, это клиния Додена. В самом мануале такого названия не присутствует. Почему-то они умалчивают об этом, не знаю почему. Но вот эти клинья Додена помогают вам сфокусироваться на объекте, и вы точно знаете, есть ли у вас фокус в области фокусировки. Причем, если у вас сверху сходящаяся клинья, то вы должны крутить по часовой стрелке фокус, а если у вас клинья разведены снизу, то вы должны крутить уже против часовой стрелки, чтобы сфокусироваться в области фокусировки. Имейте это в виду. То есть вот эти клинья помогают даже вам определить сторону поворота вашего фокуса для того, чтобы достичь резкости в области фокусировки. Это автофокус. Скорость автофокуса вы можете ускорить от стандартного на 2 значения, либо понизить. Не всегда нужна быстрая фокусировка. Вообще фокусировка должна имитировать ручное переведение фокуса. Никогда не пользуйтесь максимальной скоростью фокусировки. В ней я не вижу смысла, потому что если произойдет какой-то скачок, это будет неприятно для глаза. Лучше, если фокус будет двигаться медленно, как будто это происходит вручную.
И чувствительность фокусировки. Чувствительность мы с вами добавляем или убавляем, если хотим удерживать фокус на объекте, и при этом перед нами кто-то прошел. Вы увеличиваете чувствительность, если хотите, чтобы фокус перевелся на человека, который внезапно появился в кадре, и уменьшаете чувствительность, если хотите, чтобы фокус удерживался на том человеке, который был в фокусе до этого. Итак, ручная электронная фокусировка. А вот этот очень тонкий момент, и я рекомендую вам все-таки пользоваться первым пунктом. Что это означает? В режиме видео я вам покажу. Давайте сделаем так. Я снимаю все логи. Так, я включаю автофокус. И вот смотрите, я отключаю автофокус нажатием кнопки AF On. Я так настроил. Я могу включить автофокус. А теперь я могу отключить автофокус и крутить фокус вручную. Это очень удобно, когда в любой момент вы можете подкрутить фокус вручную. И в любой момент вы можете нажать кнопку возобновления автофокуса и джойстиком перевести фокус куда вы хотите. В моменте, когда у вас, как сейчас произошло, плохо фокусируется, вы можете просто отключить автофокус и перевести фокус уже вручную. Клиния Додена я здесь отключил. В принципе, с таким хорошим экраном, как у камеры Canon EOS R5, клиния Додена вам будет только мешать. Я это уже проверил на съемке, поэтому здесь уже вы смотрите сами. Если у вас зрение недостаточно хорошее, тогда включайте клиния Додена. Переключение отслеживания объекта. Здесь я вам ничем не помогу, я в этом пункте не очень. При невозможности достижения автофокуса, то есть продолжать фокусироваться или нет, тоже сами выбираете. Ограниченные методы фокусировки. Управление методом MFN. Есть кнопка MFN, и по умолчанию этой кнопке доступно сразу две функции. То есть я могу скручивать ISO после нажатия MFN. Соответственно, после прокручивания ролика другого я могу настраивать баланс белого. То есть на одну кнопку я могу скинуть две функции. Это тоже очень удобно. Причем вы можете привязать вот эту двойную функцию не только на кнопку MFN, вы можете привязать эту двойную функцию на любую другую кнопку. Вращение кольца фокусировки. То есть вы можете реверсировать вращение кольца фокусировки. Но обычно, насколько я знаю, есть некоторые объективы Tamron под Canon, у которых фокусное кольцо крутится в обратную сторону. И чтобы вот это кручение сделать привычным для вас, вы можете это кручение фокуса реверсировать. Фокусное кольцо RF-MF. Самая важная штука, которую включили Canon в эту камеру, это вот этот параметр. И я им за это очень благодарен, потому что меня жутко бесит динамический фокус. Давайте я переведу уже в мануал. То есть здесь вот при установке на вот это значение зависит от угла поворота. У меня я получаю полностью механическое кольцо фокуса, которое равномерно перемещается по всему кадру. В этом случае, вот в этом, зависит от скорости вращения. То есть здесь я небольшим поворотом могу перевести фокус от минимального до максимального значения. То есть чем быстрее ты крутишь, тем быстрее фокус переводится. Мне не нравится этот режим, поэтому я всегда пользуюсь вот именно вот этим параметром, когда кольцо фокусировки у меня механическое. Чувствительность выбора точки AF.
То есть вот перемещение джойстиком, которое вы осуществляете на экране область фокусировки, вы можете увеличить чувствительность этого джойстика, и тогда область фокусировки будет перемещаться быстрее. Либо вы можете замедлить перемещение области фокусировки с помощью джойстика. Ну, я оставляю на нулевом значении, в принципе, он меня устраивает. Это все больше относится к фотографии. Здесь нам делать нечего. Подключение Bluetooth. То есть здесь я компьютер подключал, 2 телефона. И вот здесь подключение к смартфону, дистанционное управление EOS утилита, FTP на сервер, веб-услуга. И вот подключение к беспроводному пульту дистанционного управления. Есть различные варианты. Ну, и я пользовался подключением по Wi-Fi, и все фотографии, которые я делал на камеру, у меня автоматически перекидывались сразу на телефон. Телефон лежал в кармане, и не нужно скидывать каждую фотку отдельно. Но здесь уже я вам не помощник, попробуйте сами. Соответственно, здесь есть подключение по Bluetooth, имя вашей камеры. Настройка GPS, вы можете включить даже GPS в этой камере, но это больше для фото опять. Передача изображений. Итак, настройка записи карты папки. Что интересное в этом пункте у нас есть? Опции записи фото, опции записи видео. То есть у нас есть дубляж, то есть мы получаем дублированную запись на обе карты, только если на первую карту мы пишем RAW, то на вторую карту, то есть RAW доступен у нас только в 8К формате, на вторую карту мы получаем MP4 в 4К. То есть создаются как таковые прокси, упрощенные файлы для вашего 8К видео. Во всех других режимах дублирующая запись на вторую флешку недоступна. Только в режиме 8К RAW идет запись на вторую флешку. Это что касается видео. Нумерация, дата, информация. Но здесь нам тоже делать нечего. PAL NTSC можете здесь переключить. Яркость экрана. Обычно у меня на 5 стоит, видоискателя на 3. Тон. Ну, я сделал вывод Full HD. Сенсорное управление, блокировка управления. С помощью одной кнопки вы можете заблокировать все диски. То есть все на вашем аппарате. То есть эта кнопка, вот кнопка звездочка, она располагается на самой тушке. И с помощью нажатия этой кнопки вы можете заблокировать вот эти все кольца, на которых установлены галочки. Затвор при выключении. То есть есть такая специальная шторка. Когда вы отключаете аппарат, она закрывает эту шторку и спасает вашу матрицу от попадания пыли. Но это в случае, когда вы выполняете замену объектива, лучше, чтобы эта шторка закрывалась. Очистка сенсора и так далее. Ну и вот здесь самые основные у нас интересные функции будут располагаться. Шаг изменения экспозиции, шаг изменения ISO. Чем меньше вот этот шаг, тем более точнее вы можете подобрать ISO и получается шаттер для вашего кадра. Так, здесь ничего интересного. Ограничение режимов съемки. И вот самое интересное, давайте я здесь немножко остановлюсь. Я уже на прямой трансляции об этом говорил. Вы можете длительность выдержки по умолчанию ограничить. То есть, допустим, у вас минимальная выдержка, которой вы пользуетесь, это 50, да? Вы можете сделать 30, чтобы невзначай, получается, давайте я сделаю так, 30.
И вот сейчас я кручу выдержку, и у меня меньше 30 выдержка не опускается. То есть если вот в этом пункте я ставлю вот такое вот значение, я сделаю так. То есть я смогу, то есть будут параметры выдержки, которые не нужны в видеорежиме, и вот эти все смазанные выдержки я могу ограничить, просто установить туда минимальную выдержку со значением 30. В принципе, на 30 возможно. Плохо, что выдержка здесь не меняется. До 50 я бы ограничил значением 50. То есть следующее значение здесь идет 60 сразу. Поэтому я ставлю 30. Окей. И ограничить можно диафрагму. Диафрагма, пусть она будет от единицы. Ничего здесь больше трогать не будем. И направление выбора, направление изменения шаттера, то есть влево, вправо, как вам удобно, вращение кольца, назначить кнопки. Обратите внимание, в верхней части у вас фотоаппарат и видеокамера. Это для фоторежима, кнопки вы можете отдельно переназначить. И вот это все для видеорежима, вы можете переназначить кнопки. К каждой кнопке здесь привязано очень много функций, они все разные, то есть не все, получается, не все функции вы можете пристроить на одну какую-то кнопку, у них есть собственный набор. И эти наборы для каждой кнопки, они отличаются. Я вам покажу, как я настроил это все. То режим кнопка мод у меня остается как кнопка мод для изменения режимов. AF on это включение, отключение автофокуса. То есть вот, давайте я покажу. Нажал кнопку AF on, отключил автофокус. Нажал AF on, включил автофокус. То есть это очень удобно под большим пальцем, когда находится у вас включение-выключение автофокуса. Далее кнопка блокировки остается как кнопка блокировки. Выбор AF, область фокусировки тоже остается. И вот здесь кнопка есть под объективом, вы можете на нее тоже что-нибудь назначить, но сейчас здесь функция установлена для фотографа. Lens AF Off. То есть если у вас есть на объективе вот эта кнопочка, у меня такой кнопки нету, на нее вы тоже можете прицепить какую-то функцию. MFN, вот как я говорил уже, на нее назначена дуальная функция, то есть двойная функция. Вы можете эту функцию перенастроить. То есть Dual Func заходим, Dual Func, нажимаем Info и можете выбрать вот эту сдвоенную функцию, что вы хотите. У меня ISO и White Balance. Вы можете установить галочки. Вы даже смотрите, что можно сделать. Одновременно можно задействовать 5 различных функций на вашу кнопку MFN. Вот теперь у меня на кнопке MFN 5 различных функций. Но почему-то здесь показывает 4. И вот я могу это все менять. При недостатке функциональных кнопок вы можете воспользоваться вот именно этой функцией. Причем вот этот Dual Func вы можете назначить на какую-то другую кнопку тоже. Допустим, здесь, да, вот и на кнопку освещения вот этого верхнего ЖК маленького экранчика вы тоже можете назначить Dual Func. То есть если вам необходимы дополнительные пользовательские кнопки, пожалуйста, все, что хотите. Так вам говорит Canon. Set – это нажатие на, получается, кнопку Set возвращает вашу область фокусировки в центр. То есть если у вас есть область фокусировки, при нажатии кнопки Set во время записи она возвращается в центр. Если вы переместили куда-то на бок, нажимаете Set, кнопка возвращается в центр. Это работа джойстика.
прямой выбор точки AF. Кстати, по умолчанию вы не можете управлять областью фокусировки, потому что здесь на джойстик не задана вот эта функция. То есть по умолчанию у вас будет OFF, и вы должны будете перетащить вот именно сюда. Далее, назначить диски управления. Для тех, кто хочет под указательный палец назначить кнопку ISO, обычно это фотографы делают, здесь это не получится, потому что тут только выдержка и диафрагма. Кнопку на диск под большим пальцем вы можете назначить уже ISO. То есть я здесь оставил диафрагму, и вот на этот диск я назначил ISO. Плюс вы можете запрограммировать вот это кольцо. Если у вас RF объективы, вы можете запрограммировать кольцо на самом объективе. Функций здесь на этом кольце достаточно. Причем здесь есть функции, которые будут работать с удержанием кнопки спуска. То есть вы удерживаете кнопку спуска и крутите кольцо. Вот эти все функции со стрелкой, они как раз идут с удержанием кнопки. А если вы хотите напрямую функцию, без удержания дополнительной кнопки, то уже вот эти функции, которые идут без стрелки, они будут у вас срабатывать сразу. То есть прикручение кольца без дополнительной кнопки. Идем дальше. Сбросить пользовательские настройки нам не интересно. Аудиосжатие у вас будет включено. Я рекомендую вам отключить аудиосжатие, чтобы звук никоим образом не сжимался, и чтобы синхронизация у вас была нормальная. Сброс всех функций. Ну и я вам покажу собственное быстрое меню. Вы можете набирать это меню сами, то есть с помощью настроить, выбрать пункты для регистрации. Вы выбираете все, что хотите, и добавляете в свое меню. Я добавил вот такие пункты в меню. Быстрые, то есть выбор формата, лог, кадрирование, то есть кроп режим, помощь в фокусировке, это к линии до Дэна, форматирование карты обязательно располагайте в нижнюю часть, и настройка выделения, это пикинг. И вот здесь у меня настройка вращения кольца. Я хочу сюда добавить еще пункт, допустим, IS. Да, вот я стабилизацию сюда еще добавлю, и в принципе все, что нужно, у меня уже находится на 2 страницах вот этого быстрого меню. Все. Ну, на этом я заканчиваю обзор меню камеры Canon EOS R5. Если у вас есть какие-то пожелания, просьбы, либо новые темы для обзора камеры Canon EOS R5, обязательно пишите в комментариях. Оставляйте свои отзывы, буду очень рад ответить на все ваши вопросы. Всем хорошего настроения, пока.